Всем привет, с вами Вика. И давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Кто же будет за вами бегать? Какая женщина? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. И сразу же семья. Вот семейный вы человек, вот как ни крути, это уже не первый раз у нас выпадает сигнификации, да? Вы человек, который вот ценит семью до такой степени, что вот я даже не знаю, какие слова подобрать, чтобы это описать. Настолько это для вас такой надежный тыл вообще по жизни. Вот семья для вас это святое. Семья, дети, жена, да, вот любимая женщина, родители. Для вас очень важны семейные традиции. Какие-то вот вечерние там или выходные посиделки, да, вот за одним столом. Для вас это настолько вот важно. Но опять же, есть проблема с семьей. Давайте разбираться. Это женщина, которую вы считали своей любимой, единственной, неповторимой. Она вас предала в свое время. У каждого это проиграется своя ситуация. Даже как-то грустно сразу стало. Есть момент ностальгии о прошлом, момент ностальгии о женщине, хотя вот вы как будто, знаете, вот разрубили эти отношения одним ударом. Это могла быть, знаете, ситуация, когда вы либо же неожиданно узнали про измену, либо же какие-то вот факты, да, вот вы, может быть, и подозревали, но не хотели верить, а потом какие-то факты нашли, либо вам показали, и вы все, поставили точку, хлопнули дверью и ушли. Хотя в душе вот все равно еще болит. Вот не отболело. Напишите комментарии, у кого проигрывается. Душа болит, а сердце плачет. Вот как в песне, да? Вот по-другому я даже не могу назвать. Вы человек, возможно, даже жестковатый немножко, да, вы сильный, в принципе, духом, но вот эта ситуация, когда вы потеряли семью, когда вы потеряли вот свой такой надежный тыл, якорь, да, вот, ну реально как будто половину вас отрезали. Ну такое состояние, как будто, знаете, вот может проигрываться, что какой-то период после этого вы ходили, ну реально вот, ну я не знаю, ну как зомби, я не знаю, как это назвать даже, да, вот в душе вообще ни чувств, ни эмоций. Вот, ну, живой труп, как говорится, да? Вот ходишь просто вот как робот. У кого-то сейчас эта ситуация может проигрываться, особенно у тех, кто вот недавно разошелся. Далее, вы человек, который очень ответственный. Вы всегда требуете от себя, вот знаете, такого порядка, ответственности, пунктуальности и требуете это от других. Это может и на работе быть, да, вот и в доме, там от детей. Вот порядок – это ваше все. Это может быть даже вот в быту. Вот если у вас стоит чашка именно на этом месте, она здесь и должна стоять. У некоторых может проигрываться даже, что такие нотки педантичности у вас есть, когда ну реально уже вот эта порядочность, вернее порядок в доме, но это уже зашкаливает. Не дай бог, что-то не на своем месте, может быть даже конфликт. Очень вы любите, когда вот все вещи лежат на своих местах. Любите чистоту в доме. Я вам даже скажу, что за чистотой в доме, возможно, когда вы жили с женщиной, ну как-то вот, может быть, даже чаще вы убирали, либо же следили как-то, может быть, ее подгоняли, да, потому что для вас это очень важно. Далее, что еще? Мне о вас поведают карты. Здесь однозначно, здесь такой трэш был. Здесь, посмотрите, у нас две даже семейные карты выпало. Здесь безумное просто переживание после потери семьи. Хотелось, знаете, вот, а может быть кому-то и сейчас хочется, но реально на край света умчаться, чтобы это все забыть, стереть из памяти, да, отключить гаджеты, чтобы никогда этого не знать, не помнить и вообще, чтобы все оставили в покое. В очередной раз вы выпадаете императором в раскладе, в сигнификации.
Я уже даже не удивляюсь, в принципе. Ну, то есть я описала, в общем-то, только что характер императора, да. Это справедливость, это надежность, это верность, это порядочность. И это все вы требуете от себя и от других людей. Вы любите послушание, вы любите, когда последнее слово за вами, но в принципе, когда у вас есть семья, вы по каким-то важным вопросам всегда советовались, ну, либо же сейчас, вот если кто живет с женщиной, то советуйтесь с женщиной. Я почему говорю, что может быть кто-то живет, потому что, опять же, это общий расклад. Мы разные варианты здесь просматриваем. Далее, я не вижу каких-то поползновений в сторону новых отношений. Есть женщины в вашем окружении, которые вам нравятся, но опять же вы не стремитесь их завоевывать. Это может быть настрой, ну вот как будет, так и будет, да? Кто-то из вас может вообще считать, что, ну вот если она захочет, пусть она там чуть ли не сама за мной бегает, меня завоевывает, ну в таком ключе. У кого-то может проиграться, что вам уже одному не так плохо, несмотря на то, что да, для вас семья важна, но вот вы начинаете к одиночеству привыкать. Такой момент тоже может проиграться. И опять же ностальгия, да, вот дважды у нас даже за расклад выпадает ностальгия о прошлом. То есть больше нацеленности даже не на будущие отношения, а как будто вот, ну, не можете до конца отпустить прежнюю женщину. Давайте будем смотреть, что же здесь у нас будет происходить, да, и кто же за вами будет бегать, что же это за женщина, мне даже самой интересно, кто же за вами будет бегать. Ой, ну женщина, я вам скажу, это трэш. И вашим, и нашим. Ну, давайте разбираться. Смотрите. Эта женщина, да, она молоденькая. Ну, я не скажу, что ей 15 лет, но она моложе вас однозначно. Может быть, даже намного моложе. Она несерьезная, она юная, она наивная. Она даже в чем-то, может быть, неопытная. Она скорее происходит из какой-то вот то ли семьи, в которой, ну, не все так благополучно, как хотелось бы. Там может быть строгая, сварливая мать, там могут быть даже оба родителя, которые злоупотребляют там разными всякими гадостями, вы понимаете, о чем я говорю, да? То есть, в принципе, вот детство у нее было очень и очень непростое. Ее могли унижать, оскорблять, подавлять. Но вот как-то, знаете, такое ощущение, что она вот выросла как будто вот как в поле, я не знаю, вот как трава. Улица ее воспитала, вот если так по-простому. Она не умеет строить отношения с мужчинами, хотя ей очень хочется. Ей хочется быть в паре с кем-то, но у нее не получается. У нее как-то быстро мужчины, ну, то ли сбегают от нее, да, то ли она себя так ведет, да. Мы сейчас посмотрим, почему от нее сбегают. Давайте, интересно просто, почему сбегают. Она не умеет, она холодно себя ведет. Вот она то ли холодно ведет себя, то ли какая-то жесткость. Здесь может быть тот же колкий язычок. Здесь может быть какая-то, ну, такая, я не знаю, хамоватое поведение, может быть, да, ну, такая снежная королева начинающая. Вот с одной стороны ей хочется отношений, а с другой стороны она не знает, как же их строить, потому что вот эта мама, либо же оба родителя, которые у нее были или есть, они ее не научили этому. Ну, кто ее мог научить? Улица, да, какие-то подружки там непонятно какие, да, компании. То есть она, в принципе, она несчастная женщина, ну, либо девушка, которая хочет того же простого женского счастья, да, то есть инстинкты у нее есть, ей хочется пару, ей хочется любить и быть любимой, но она не знает, как себя вести в отношениях, поэтому она порой вот сама бегает за мужчинами. Вот она начинает бегать за мужчинами, а как правило, вот у нас такова психология, и у мужчин в том числе, когда женщины начинают бегать слишком за мужчиной, особенно если женщина не очень нравится, мужчина начинает убегать.
Ну, я думаю, вы со мной согласитесь. Напишите в комментариях. Вот если за вами начнет бегать женщина, которая вам, ну, не очень симпатична, или с которой вы не хотите быть, да, может быть, она нагловатая будет, еще как-то себя вести, и вот она вас преследует. Я думаю, вы так отстранитесь от нее, да? Кто-то деликатно пошлет, кто-то не очень деликатно пошлет, да? Но вот она периодами бегает за мужчинами. Это еще одна ее такая большая психологическая ошибка. С одной стороны, вот как-то даже жалко, а с другой стороны, думаешь, ну, сложилось, как сложилось, да, ну, выросла она в такой семье. Хотя она даже не в семье выросла, а скорее улица ее воспитала, потому так у нее все и происходит. Давайте посмотрим теперь, почему же она за вами решила бегать, да? И вообще, что здесь происходит? Что творится, ребята? Кто же там бегать за вами будет? Почему она будет бегать? Знаете, вот вы где-то с ней пересекались, где она, опять же, она с вами близко так не знакома. Знаете, вот как будто взгляд со стороны. Вот она наблюдала, как вы общаетесь с другими людьми. Вот вы ей понравились. У кого-то это может быть понравились внешне, фигура, у кого-то манера общения с людьми. Вот она на вас запала, как говорят, да? Но она, опять же, по своей юности, неопытности, она пока поначалу будет бояться какие-то активные действия предпринимать, потому что вы для нее как будто такая недосягаемая цель. За более молодыми мальчишками, может быть, она быстрее начинает бегать. А вот вы для нее, ну, такой, знаете, как будто авторитет, вы для нее, я не знаю, ассоциация с отцом, может быть. Ну, то есть здесь может быть ваша внешняя строгость. Она поначалу, она не будет бегать, она сначала к вам присматривается. У кого-то, может быть, это уже было в пройденном этапе, да, я рассказываю просто ситуацию. У кого-то это будет в будущем. Сначала она будет к вам присматриваться. Вот вы с ней пересекаетесь, я не скажу, что часто, но вот как-то вот она за вами наблюдает. Я не знаю, может быть, это вообще соседка ваша. Что будет дальше? А дальше она начнет проявляться. Смотрите, это будет какие-то очень робкие такие проявления. То ли она заговорит с вами, то ли она начнет там что-то выдумывать, какую-то ситуацию, чтобы с вами сблизиться. Может быть, ну реально, вот как часто женщины делают, пригласить к себе там отремонтировать что-то, да? То есть она будет делать так робкие попытки, но я не скажу, что это будет одноразовая попытка. Вот даже если вы ей что-то поможете, да, там поговорите, там еще что-то она придумает, она будет еще. Эти попытки с вами пообщаться, с вами сблизиться, они будут все чаще и чаще. Вот за вами в наглую она будет бояться бегать. Ну вот это ваша такая, может быть, строгость, реально такая мужская, вы же император. Она будет побаиваться. Поэтому это даже вот, ну я не знаю, беготней не назовешь так прям, да, вот это будет какая-то не наглая беготня, а очень осторожная. Она боится, чтобы вы ее не отшили. Что из этого получится? Давайте посмотрим. Может быть, кто-то из вас зароманит с этой дамой? Что из этого получится? Ух ты, смотрите, вы можете с ней быть, кстати, вместе в отношениях. Даже вот карта брака у вас выпадает. Казалось бы, такая девочка неординарная, да, необычная. Но смотрите, поначалу вас испугает мысль, чтобы с ней быть в отношениях. Вот что-то вас испугает. Скорее, это будет либо же ее молодость, либо же манера общения может испугать. То есть что-то поначалу вас застопорит. Хотя со временем вы заметите, что она слишком много вам внимания уделяет. Может быть, часто пытается заговорить с вами. Часто там, я не знаю, в гости, может быть, пригласить. Но как-то вот все чаще и чаще вы это заметите со временем. Это не сразу будет. Поэтому сразу вот вас будет пугать эта мысль. Может быть, или возраст, или еще что-то. Опять же говорю, потому что у всех по-разному проиграется.
Но я вам скажу, что все-таки вот вы с ней будете общаться, пусть это будет поначалу нечасто, она вам понравится. То ли вы в ней увидите тот самый потенциал женщины, да, пусть она такая наивная, пусть она может быть глуповата в чем-то, да, в каких-то поступках, потому что, ну, она не знает, как вот себя вести толком с мужчинами, да, особенно если мужчина нравится, то многие женщины просто теряются. Даже те, кто в адеквате, те, кто нормальные, ну, женщина начинает стесняться, теряться, да, ну, вы это прекрасно знаете. Поэтому, смотрите, есть большой шанс, что вы с ней, ну, не только зароманите, здесь именно речь идет про отношения, про серьезные отношения, даже про брак, если захотите. Но это будет очень постепенно, потому что ваши вот эти страхи внутренние перед такой вот неординарной дамой, они все-таки будут какое-то время вас мучить. Поэтому смотрите, здесь зависит исключительно от вас. Она наивная, она доверчива. Из нее, если хотите, можно лепить все, что угодно. Она, как знаете, она как пластилин. Вы ее многому сможете научить, вы сможете что-то ей показать, да, вплоть до того, что свозить куда-то, да, потому что, ну, я так думаю, в такой семье, как она выросла, вряд ли она где-то была в каких-то местах, даже где-то там по местности. Я не говорю уже про заграницу, там про море или еще что-то. Поэтому, ну, такая дама, знаете, она вроде бы и будет за вами бегать, но это даже не беготня, это какая-то, я не знаю, робкая беготня, я даже не знаю, как это назвать. Вот она как маленький такой неопытный щеночек вот будет за вами бегать. Это уже если бы она такая была, знаете, взрослая, такая опытная псина, так сказать, да? Не очень хорошее слово, конечно, я подобрала, ну уж как есть. Главное, что вы смысл поняли, да? Дерзайте, у кого есть желание. Может быть, воспитайте себе будущую жену. Может быть, кто-то просто там, я не знаю, пороманит, у кого как проиграется. Но такой шанс есть. Не бойтесь. Вы, мальчики, смелые, вы, мальчики, взрослые, опытные, поэтому почему бы и не слепить себе новую жену? Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!